Привет! Я Хики решил поизвращаться и вспомнить и поиграть в Java шедевры нулевых, поностальгировать о своей юности. Я и проводил ее за кнопочным телефоном, вместо того, чтобы вести разгульную жизнь, как мои сверстники. Вот и теперь о том времени вспоминается только, как интересно было щелкать клавишами лежа на диване. С этим удовольствием не сравнится сенсор, хотя многие игры уже были полусенсорными. Компьютера у многих не было, а все газеты и обложки школьных тетрадей рекламировали Java развлечения за не такие уж смешные цены. Но люди выкручивались, покупая сборники на диске или передавая по ИК-порту у приятелей. Пустой телефон скучно, обязательно надо было скачать картинку или рингтон рублей за 200 и хвалиться перед другими. В какой-то степени надо было быть очень социальным, чтобы собрать большую коллекцию. Я наблюдал со стороны по большей части или тратил карманные деньги. Хотя сейчас практически ничто не ограничивает скачивание, того удовольствия оно уже не приносит и проще посмотреть онлайн. Я выбрал лучшие игры, на мой взгляд, разнообразных жанров. Среди сотен прочих они выделялись необычностью и увлекательностью. У кого слабый компьютер, вполне приятно в них поиграть на эмуляторе вместо косынки. Несмотря на то, что дешевые кнопочные телефоны стоят сейчас меньше 1000 рублей, в них отсутствует поддержка Java и нормальные по мощности уже сравнятся с дешевыми сенсорными телефонами. А старые телефончики давно мертвы. Так что эмуль рулит. Весит очень мало, пиксельная графика смотрится приятно. Правда, с разрешением бывают сложности, оно часто нестандартное. Многие сказали бы, какой смысл, есть куда более интересные игры, а я отвечу, что не стоит недооценивать увлекательность. Будет топ-7, так что начну с последнего места. Много было аркад, 3 в ряд, тетрисов и подобного, а здесь нам предоставили необычную возможность играть за червей. Вормс не очень подвижны, но позволяют снять стресс, взрывая противников различным оружием. Сносим врагов и локацию, оставляя кратеры. Метко съелимся, чтобы не подорваться самим. С каждым уровнем интереснее. Злые черви не просто скучно копаются в земле, а живут в необычном мире, или точнее воюют с себе подобными. Почему именно черви? Я не знаю, но эта игра запомнилась и позволяла убить время с интересом. Дальше идет Общага 2. Студенту скучно без девчонок, и он прокрался в чужую общагу. Перемещаясь из двери в дверь, перелазя по веревкам и лестницам, он идет к цели. Приходится избегать бдительных охранников, дворников и злых бабок, ведь они отнимают попытки. К счастью, можно собирать предметы и отбиваться, но помогает это временно. Игра весьма пошлая, но красочная и мне в студенческом возрасте нравилась. Время героев 4. Ролевая игра, с сюжетом. Много текста и юнитов. Пошаговые бои затягивали, фэнтези-мир увлек на часы. В этом жанре и на платформе Java лучше игры не знаю. Задаем себе имя и начинаем приключения, выбирая команду. Также игра стильная и, главное, атмосферная. Личи, эльфы, кого только нет. Есть различные навыки. Постепенно раскрывается история мира. Art of War. В свое время я влюбился в эту стратегию, потому что она отлично затягивала. Строим базу, различные полезные здания, казарму, юнитов и отправляем войско в атаку. Карту может захватить только один, и юниты активно воевали. На экране постоянно происходило движение. По мере развития это приносило колоссальное удовольствие. Чье войско окажется сильнее. Неоднократно хотелось перепройти. Вот я подобрал аркаду, РПГ, стратегию, и обязательно должно быть что-то вроде Симсов. Ночи в Майами — это социальная игра, где обычному парню предстоит стать звездой. Он общается, прокачивает себя. Можно выбрать внешность, имя и начинать свою клубную жизнь. Попутно взаимодействуя с людьми, завоевывая сердца. Для такой платформы тут масса возможностей и общения. Если бы вам предложили построить первобытный парк развлечений, это прозвучало бы как абсурд, но стилистика каменного века, одежды из шкур и еды в виде окорока не меняет сути. Люди хотят развлечений, хотят кататься. Они приходят с самого открытия и зависит от вас, уйдут ли они довольными, и не прогорит ли парк. Среда должна быть безопасной и комфортной, а развитие постепенным. Прибыль растет или популярность падает, не так легко выиграть. От простых качелей до американских горок нужно строить и нанимать различных работников. Вот я перешел к любимой игре. Это японская РПГ по всем канонам, с классами, сюжетом и дикими локациями. Контента для кнопочного телефона море, русский язык, много диалогов и неписей. Где-нибудь в дороге отлично убьет время. Когда я ехал домой и не хотел отвлекаться, выходить из автобуса. А когда закончил, было ощущение потери.
Вот такая подборка, хотя все это было актуально 10 лет назад и сейчас вряд ли вспомнит кто, не у всех были компьютеры, интернет, а Дэнди уже надоел и контра затерта до дыр. Да я нищеброд, и вот такой пласт жизни в мобильных играх.